Еще один важный принцип, я называю это принцип коридора. Когда мы работаем в кибудо, надо представлять себе, что мы, например, в старинном японском самурайском замке, и, наверное, почему-то мне кажется, что там очень узкие коридоры между комнатами. И вот вы оказались в этом замке, да, и вам приходится там биться, я не знаю, с охраной сёгуна. Вот ширина этого коридора, в котором вы находитесь. Вот ваше оружие. Ширина коридора, да, или узость пространства не должно стать для вас помехой. Вот. Вы работаете, что это значит? Вы не можете сделать вот так. То есть вы не можете сделать боковое движение вот так. У вас узкое пространство, вы делаете все движения в рамках этого коридора. И шумен, и нанаме, и самое важное, да, чудан делается не так, как будто вы по столу катаете, да, оружие. Оно делается так же, как нанаме, от плеча просто идет не в ключицу, а в нижние ребра по той же самой траектории. Вот видите? Вот. Я не пересекаю эту линию. Очень легко проверить, да, если рядом с вами стоят два человека, вот вы делаете ходжунда с коллегами, вы не должны, делая, да, боковой удар, не должны ударить их по спине. Вы делаете его в рамках этого коридора. Более того, движение нога шиучи, особенно нижняя нога шиучи, делается то же самое. Я делаю это не так, а вынося вниз. Вынося вниз под диагональной траекторией. То же самое, да? Вот. Вот. Вот этот принцип коридора надо всегда о нем помнить. Никогда не машите. То же самое с некваши дачи и с какиуке, да? Вы не делаете это вот так, вы не выносите оружие вот так. У вас всегда узкий коридор, в котором вы оперируете. Нет вот этих движений широких. Почему? Потому что оружие должно быть всегда прижато к вам. Вы должны быть рядом с оружием. Как бы вы его обнимаете, оно ваше продолжение. И сразу важно, как работают руки, особенно в некваши дачи. Кисти не поднимаются выше уровня плеча и не опускаются ниже уровня пояса. То есть делая переходы в некваши дачи, у вас нет вот такого. У вас всегда руки собраны, и движение собрано. Вот оно идет, видите? Стараюсь держать его вот в такой траектории. То есть нет вот этого загребания. Только вертикальная позиция. Очень важна позиция рук, особенно нижние руки. Вот в позиции защиты мы уже разобрали это. У нас локоть упирается в корпус, чтобы была связь оружия и корпуса. Когда мы начинаем двигаться в стойках, у нас уже не получается держать локоть прижатым к корпусу, но тогда мы должны сместить акцент на руку. Вот у нас нижняя рука в защитной позиции должна быть прижата к корпусу. Обязательно. В атакующей позиции у нас верхняя рука, да, или бок прижимается к корпусу. Вот. Мы готовы сразу атаковать. Когда у нас защитная позиция, у нас всегда задняя рука прижата к корпусу на уровне пояса. Я костяшками пальцев трусь об свой пояс. Я прям должен чувствовать. Если я этого не чувствую, если у меня рука опущена так или где-то в другом месте, позиция неправильная, не потому что просто неправильная, а потому что она слабая и очень легко разрушить, и очень легко атаковать, поймать вас, как бы, у вас появляются дыры в вашей обороне, появляются дыры, в которые противник опытный будет сразу же вас атаковать. Вот. Рука не опускается и не задирается, она всегда костяшками упирается в пояс. Верхняя рука в позиции некваши дачи подкручена. Вот такой замочек вы делаете. Подкручена, чтобы вас ее не выбили. Вот так вас легко очень выбить таким же движением оружие из рук. Опять же, выбили, все. Вся эта зона открыта, сразу будет тычок в нее. Или удар. Поэтому руку надо прямо подкручивать. Не слишком сильно, но вот, да. Потому что здесь надо справиться, если я буду бить по оружию противника, надо еще справиться с его кистью, да, чтобы она раскрылась. Теперь, оружие направлено в лицо противнику, да. Потому что если он будет атаковать, делать шаг на вас вперед, чтобы атаковать, первое ваше движение может быть просто тычок встречный. Да? Вы должны всегда оружием направлять оружие в лицо противника. И оружием я перекрываю зону, сужаю ее максимально и перекрываю. То есть всегда держу. Вот такая позиция. Вот так выглядит
неку ашидачи сбоку. Руки не поднимаются, верхняя рука при смене позиции не поднимается высоко, нижняя рука не опускается низко. Плечо, уровень плеча, уровень пояса. Вот. И коридор. Да? В коридоре не так. Как-то так, да? Потому что упираются. Концы сразу упрутся в стену. Я застряну. А я должен даже в узком коридоре иметь возможность спокойно работать оружием. И вес. Всегда проверяйте, не стойте, как память. Двигайтесь. Стойки нужны не для красоты, не для ката, чтобы смотреться в них хорошо. Стойки нужны для движения. Вы должны хорошо себя чувствовать, очень упруго в них. Спокойно перемещаться, будь то зенкутсу, будь то неку ашидачи. Зенкутсу для атаки вперед, неку ашидачи для защиты, для ухода.